Всем привет! Приглашаю вас сегодня вместе со мной приготовить киш с лососем и сыром фетой. Это очень вкусно и очень просто. Сейчас приготовим тесто. Для этого в чашу блендера мы кладем холодное масло кубиками, 100 граммов, 200 граммов просеянной муки и щепотка соли. Нам это все хорошо нужно перемешать. Можно масло и на терке, но мне не хочется возиться, и поэтому хочется быстро. Так тоже очень готово. Немножко измельчили, и теперь добавляем сюда 50 граммов холодной ледяной воды. Можно даже с крошкой льда. Все, готово. Теперь перекладываем тесто на пищевую пленку и убираем в холодильник на час. Лепим такой шарик. Достали из холодильника тесто. Я буду делать киш в двух вот таких формах керамических. Поэтому тесто разрежу сейчас на две части. И теперь буду раскатывать. Раскатали приблизительно вот такую толщину. И теперь перекладываем в форму. Формы для киша могут быть любыми. Есть разъемные формы, специальное дно вытаскивается, чтобы его можно вытащить. Если вы в керамических формах будете запекать, то прямо в керамической форме не подавать можно киш. Есть, и одноразовые даже такие из плотной фольги. То есть очень разнообразные. И вот так вот погружаем теперь тесто, плотненько прижимая его к дну, чтобы у нас уголки были заполнены. Можно тесто класть в форму и потом раздавливать пальцами или стаканчиком помогать, кому как удобно. Также запекают тесто предварительно перед начинкой. Я это перестала делать. И так тесто пропекается. И так тесто очень песочное, хрустящее. То есть я не делаю двойную работу. Так. Вот так вот на бортике тесто заворачиваем. Лишнее мы срежем ножичком. Ну, чтобы на бортике тесто осталось. Вот так. Теперь берем вилочку. И вот так краешки можно сделать чуть-чуть такими ажурными. Дно нашей формы обязательно прокалываем вилочкой, чтобы, бортики тоже немножко, чтобы при запекании оно не вздувалось и не поднимало начинку. Все, и убираем форму в холодильник. И готовим следующую. Так, формочки поставили в холодильник. И сейчас приготовим заливку. Для этого 2 яйца крупных. Если у вас мелкие яйца, то лучше возьмите 3. Взбиваем со стаканом сливок. У меня сливки 20%.
Можно и 33%. Я даже делала с 15% сливками. Все прекрасно получается. Взбиваем, перчим. Немножечко солим. Немножко, потому что у нас будет фета соленая. Поэтому лучше потом досолить. Начинка у нас будет семга. Здесь вес 280 грамм, но это вместе с кожурками, с упаковкой, где-то 250 граммов у меня. 250-300 граммов. Срезаем со шкурки. Должна быть очищенная, без косточек. И нарезаем кубиками небольшими. Помидоры черри. Если у вас вот такие маленькие, как у меня, то я режу их пополам. Если побольше, то на четвертинки. Я еще хочу положить шампиньоны сверху. У меня просто очень красивые грибы есть, свежайшие просто. И я хочу еще ими украсить сверху. Еще также шпинат. 100 грамм шпината. Если у вас свежий шпинат, то слегка можно его припустить на сковороде, минутку-две на сливочном масле обжарить. У меня шпинат замороженный, поэтому его уже не буду я ничего делать. Я сейчас его только порежу и все. Он у меня уже промытый перед заморозкой, поэтому я его вот так вот просто покрошу ножом. Ну, будем смотреть, сколько по граммам не обязательно, потому что у меня формы маленькие. Я буду смотреть по тому, сколько мне туда пойдет. Сыр фета тоже нарезаем кусочками. Приблизительно 100 граммов сыра. И теперь начнем собирать. Я включила духовку предварительно на 180 градусов. Так, теперь на низ кладем рыбку. Наверное, очень много у меня начинки будет. Так, поэтому я еще кусочек теста остался, еще маленькую креманочку сделаю. Так. Теперь кладем шпинат. Все вот так вот кладите на глаз. Вот вы видите, чтобы оно просто покрывало, вот было понемножку всего. Так, теперь кладем фету. Разлаживайте кубики феты между кусочками рыбы, чтобы везде было равномерно и по соли было тоже равномерно. Теперь заливаем заливкой. И теперь сверху выкладываем помидорки. Надо так, чтобы у вас получалось кверху шляпкой. И теперь грибы. Вы можете украсить только помидорами, только грибами. Или не ложить ни грибы, ни помидоры. Просто рыба, фета и шпинат. Вместо шпината можно положить зелень. Ну, если вдруг нету шпината. Вот я тоже не могла купить шпинат, закончился шпинат, пришлось замороженный использовать. Так. И здесь у меня есть немножко моцареллы. Вверх я посыплю моцареллой. Все, и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 30-40 минут. У кого-то может 50. Это все зависит от формы, от духовки. Смотрите сами по готовности. Просто невероятной красоты получился киш. Вот это маленький, это с обрезков теста, которое по бокам осталось. Я маленькую сделала, оставила немножко рыбки туда, поэтому мы его рассматривать не будем. Это такое. Вот. Теперь даем остыть и потом будем пробовать. У меня киш вот в этих формах простоял час в духовном шкафу. Ну и давайте теперь попробуем попробовать.
Вообще форма эта очень маленькая, поэтому предполагается, что есть надо прямо из этой формы. Вот такой в середине киш. Очень нежный. Вот он так выглядит. Еле достала его, неудобно. Очень вкусный, боже. Хорошо, что посолили немножко, потому что здесь сыр фета, он солененький. И очень вкусно. Рекомендую всем приготовить, попробовать. Это очень вкусно.